Однажды, листая ленту Ютуба, я наткнулся на видео, где англичанин с довольно печальным видом рассказывал, как все плохо в его стране и что оттуда пора валить. Странно, подумал я, неужели началось? Каково же было мое удивление, когда в течение нескольких дней на меня обрушился буквально вал подобных видео от совершенно разных людей, проживающих в Британии. Напомню для моих зрителей, что я тот человек, который суммарно 7 лет прожил в Англии и по роду своей деятельности достаточно хорошо изучил англичан, их менталитет, привычки и образ мышления. А посему эта тема для меня не совсем чужая. И, конечно же, многое из того, что я вам здесь расскажу, я знаю не понаслышке. За все эти годы мне довелось общаться с самыми разными людьми, многие из которых вызывали искреннее уважение. Поэтому я не склонен проецировать свое отношение к геополитическим проектам Британии на ее народ. И если у какого-то народа наступают нелегкие времена, то это не повод для злорадства, а как минимум возможность поучиться на чужих ошибках и присмотреться к самим себе. Ах да, если вы еще не подписались, то можете сделать это прямо сейчас. А мы, пожалуй, начнем. Ну давайте глянем, что же такого сказал этот британец в своем видео. Небольшой отрывок. Я из Великобритании, живу в Эдинбурге, Шотландия. Я работаю на полную ставку в банке и зарабатываю всего 19 200 фунтов в год после уплаты налогов. Средняя зарплата, когда я родился в 1987 году, составляла около 19 200 фунтов. То есть на 2024, почти 2025 год я получаю среднюю зарплату в Британии в 1987 году. Как тебе такое, Илон Маск? А вы можете себе представить, как за эти почти 40 лет выросли цены? В том же видео парень приводит простейший расклад по фактам. Кстати, я сам всегда приводил именно этот пример. Вот что он говорит. В 1987 году средняя цена дома в Британии составляла 41 тысячу фунтов, при средней зарплате 19 200. На сегодняшний день она составляет 288 тысяч фунтов при средней зарплате 28 тысяч. Даже без калькулятора видно, что 2 годовые зарплаты и 10 годовых зарплат – это, как говорится, 2 большие разницы. И вот вы у меня спросите, а что, они реально так мало получают? Ну да. Что кассир в магазине, что клерк в офисе в среднем примерно зарабатывают свои 20 тысяч в год. Плюс-минус лапать, как говорит Анатолий Вассерман. Чтобы вы не витали в облаках, покажу вам примерный расклад по типичным расходам британского горожанина. Про Лондон сразу забудем, цены там космические. Для примера возьмем знакомый мне Бристоль. Город-полумиллионник, чтобы вы представляли, вроде Ижевска или Калининграда. Так вот, в Бристоле аренда приличной и при этом очень скромной квартиры составляет порядка 1000 фунтов в месяц. Так было в мою бытность в этой стране. Какие там цены на съем жилья сейчас, не знаю. Но что-то мне подсказывает, что они не снизились. А ведь еще за ту же однушку придется отдать фунтов 150-200 за коммунальные услуги, плюс налог на жилье, интернет и прочее. И так набежит фунтов 300, если не больше. Конечно, можно найти жилье подешевле, но я здесь говорю о каком-то среднем, более-менее приличном варианте, а не о комнате в коммуналке. Что касается цен на еду, то они там среднеевропейские, ничего особенного. Но это больше про супермаркеты и фастфуд. Цены же в приличных заведениях весьма кусаются, и об этом, кстати, упоминает сам наш сегодняшний герой, сравнивая их с ценами в ресторанах в Японии, где он прожил 9 лет. А вот живя в Британии, он, судя по всему, обходится и без ресторанов, и даже без личного автомобиля. Послушаем, что он говорит на эту тему. Я люблю водить, у меня есть водительские права, но у меня нет машины. Почему? Потому что я живу в городе, она мне не особо нужна. Но было бы здорово иметь машину. Если бы я ее приобрел, мне пришлось бы платить за саму машину, за страховку, дорожный налог, техобслуживание, и у меня даже нет парковочного места. Поэтому мне пришлось бы еще платить за разрешение на парковку. То есть, помимо машины, это еще 4 крупные статьи расходов каждый год. При моей зарплате я не могу позволить себе жить в городе в одиночку и иметь машину. Хочу отметить отношение нашего героя к автомобилю не как к символу социального статуса, а как к обычной утилитарной вещи, которая ему даже не особо нужна. Звучит необычно, правда? Но тут без комментариев. Что же касается расходов на содержание автомобиля, то здесь я вам поясню. На своем примере. В Англии у меня было 2 машины. Одна плохая Rover и одна хорошая Ford Mondeo.
Так вот, на этот скромный Ford Mondeo самая дешевая страховка тогда мне стоила порядка 1200 фунтов в год. Добавьте еще около 200 фунтов за дорожный налог. Про техобслуживание мы не будем, тут уж кому как повезет. А вот что касается стоимости топлива, то специально для зрителей из России переведу ее в рубли. Литр бензина и дизеля на сегодняшний день в Англии вам обойдется где-то в 200 рублей. Кстати, на разных крутых Audi и BMW англичане как-то особо не ездят. Там цены на страховку уже совсем другие. Короче, дорого. Вывод простой. Теперь шуточное проклятие, чтоб ты жил на одну зарплату, уже в полной мере применимо и к жителям Туманного Альбиона. В том смысле, что реально не пошикуешь. Вот что говорит об этом наш герой. Человек не должен работать на полную ставку в якобы развитой стране только ради выживания. Большинство людей, работающих здесь, даже не могут откладывать деньги. После оплаты аренды, счетов и всех обязательных платежей, даже если ты урезаешь расходы, например, перестаешь платить за Disney Plus или Netflix, даже если ты оплачиваешь только самое необходимое, у тебя буквально не остается ничего на отдых и развлечения. Вероятно, лучшее время для жизни и работы в этой стране было, когда я родился, в 80-х и 90-х годах, возможно, даже в начале 2000-х. Знаете, когда такой искренне разочарованный британец сетует, что лучшее время для жизни в его стране было в 80-х или 90-х, невольно возникает желание оглянуться назад. Был ли этот мифический золотой век на самом деле? Или просто до британцев, словно до пассажиров Титаника, только сейчас начало доходить, что корабль-то уже того? Давайте не будем копать сильно глубоко в историю этой страны, а проследим, как там менялся уровень жизни с окончания Второй мировой войны и по сегодняшний день. Так вот, по окончании войны Британия оказалась, что неудивительно, не в лучшем состоянии. Карточки на еду отменили только в 1954 году, в то время как в Союзе по многим товарам их убрали уже в 1945, а окончательно в 1947. К этому присовокупите разрушенную инфраструктуру и огромное количество долгов. Спасибо, конечно, США за план Маршалла, но платить-то пришлось. Типичный ужин тогдашнего британца состоял из вареной капусты и мечтах о лучшем будущем. Впрочем, появление NHS, Национальной службы здравоохранения, в 1948 году означало, что теперь можно было хотя бы бесплатно лечить зубы. Короче, вплоть до конца 50-х для британцев это было самое настоящее время затянутых поясов. Зато те самые 60-е принесли не только группу Beatles, но и первый глоток настоящего процветания. Рабочий класс вдруг обнаружил, что может позволить себе телевизор, стиральную машину, отпуск в Испании и даже... автомобиль! В стране наблюдался бурный экономический рост, который, впрочем, замедлился в 70-е из-за разного рода кризисов и забастовок. И вот мы подходим к периоду, который наш современник считает лучшим временем для жизни. 80-е стали эпохой Тэтчер, приватизации и отказа от идеи «государство должно помогать всем». Одни вспоминают этот период как время подъема, когда выросли зарплаты, а Лондон стал настоящей финансовой столицей. Другие – как время, когда шахтеры теряли работу, а социальное расслоение только усиливалось. Тем не менее, даже критики признают, в эти годы Британия начала жить богаче. Судите сами, зарплаты действительно росли быстрее инфляции. Образование, что очень важно, все еще было бесплатным. Кредиты раздавались направо и налево. Как это знакомо, да? В результате люди охотнее покупали собственное жилье и тратили свои деньги в супермаркетах с огромным выбором товаров, о котором, например, в СССР могли только мечтать. И мечтали. 90-е, которые у нас без содрогания не вспоминают, для Британии были все еще относительно безоблачными. Зарплаты росли, недвижимость была еще доступной, а экономика стабильной. Британцы могли позволить себе все тот же отпуск в любимой Испании, а не только прибухнуть в ближайшем пабе. В общем, с началом нулевых страна продолжала купаться в оптимизме. Каждый второй считал себя средним классом, а каждый третий – будущим миллионером. Спойлер – не стал. Был один маленький, но важный нюанс. Многое держалось на кредитах, пузырях и вере людей в бесконечную халяву. И вот когда в 2008 году все рухнуло, вспоминаем кризис, вернуться назад уже не удалось. Друзья,
Огромное спасибо за вашу поддержку. Особая благодарность тем, кто жертвует на мой фильм о России и оформляет спонсорство на YouTube. Вместо стандартных бонусов в виде значков и эмодзи я подготовил для тех, кто интересуется психологией, нечто по-настоящему ценное. Я создал уникальную модель типизации личности и разработал на ее основе приложение для мобильных устройств и браузеров. Это не просто психологический тест, это ваш персональный помощник с искусственным интеллектом, способный определить ваш психотип, анализировать вашу психологическую совместимость с друзьями, разрабатывать стратегию успешного взаимодействия с коллегами, близкими или даже потенциальным партнером, давать ежедневные советы и рекомендации и многое другое. На данный момент приложение находится в стадии закрытого тестирования. Но мои спонсоры уже сейчас могут воспользоваться им в тестовом режиме. Детали доступны в закрытой записи для спонсоров канала. Спасибо, что вы со мной. Как говорится, от кризиса к Брекситу и далее через пандемию в день сегодняшний. И вот тут наш рассказчик родом из 80-х начинает выглядеть все более правым. Современные британцы действительно сталкиваются с нереально высокими ценами на жилье, а еще с платным высшим образованием. Привет, студенческий долг в 50 тысяч плюс. Все это на самом деле так, и реальные зарплаты стагнируют, и неравенство доходов растет, а если уж говорить о кризисе здравоохранения, то этот разговор не на один час. И знаете, кого британцы винят во всех этих бедах? Нет, слава богу, не Путина, все-таки это нация, не обделенная интеллектом. Но не обольщайтесь, на первом месте там все же скорее иммигранты, нежели правительство. Да-да, все как везде, приезжие во всем виноваты. Хотя в более-менее интеллектуальных кругах об этом говорить не принято, и наш герой, наверное, из таких. Послушаем его версию. Чья это вина? Кто довел страну до такого уровня жизни? Я не хочу обвинять конкретного человека. Конечно, правительство может быть не во всем виновато, но именно они в состоянии исправить эти проблемы. Они не обязаны чудесным образом решить все сразу, но должны хотя бы как-то помогать людям. Недавно в Великобритании они отменили одно пособие для определенной группы людей – пенсионеров с ограниченными возможностями. Это пособие, которое правительство отняло у них, это помощь на отопление. С этим отоплением в Великобритании вообще беда. Конечно, не так все ужасно, как пишут в отдельных желтых изданиях, но проблема действительно существует. Для ее оценки используется термин «избыточная зимняя смертность», то есть дополнительные смерти, происходящие в зимние месяцы по сравнению с остальным годом. Конечно, не все они связаны с отоплением, но значительная часть этих смертей – прямое следствие холода в домах. Вот, к примеру, данные Офиса национальной статистики Великобритании по зиме 2021-2022 года. В Англии и Уэльсе было зарегистрировано около 24 800 избыточных зимних смертей. Примерно 8500 из них были связаны с холодными домами и тем, что у них называется топливной бедностью. Подозреваю, что сейчас, по прошествии 3 лет, ситуация еще хуже. Расскажу, как это происходит в реальности. Во-первых, проблема не только в деньгах. Типичный дом в Британии – это то самое строение из известной субстанции палок, возведенное наспех сразу после войны. Там инженерная мысль не дошла до создания даже однокамерного стеклопакета. Я их не видел нигде. Везде просто одинарное стекло. Про прочие изъяны местного жилищного фонда рассказывать не буду, но поверьте, их хватает. Во-вторых, разумеется, люди экономят, и в бытовой культуре англичан считается нормальным дома кутаться в теплой одежды, спать с грелкой и так далее. Сам все это видел и проходил. А теперь представьте себе постоянно мерзнущего пожилого человека с хроническими заболеваниями, которого никто не лечит, а вместо этого регулярно посылает попить парацетамольчика в местной поликлинике. Отсюда и статистика, которую с удовольствием подхватывают не только отдельные пропагандисты, но и ваш покорный слуга. Только поверьте, без удовольствия. Еще меньше удовольствия на лице у нашего героя, когда он говорит о налогах в своей стране. Налоги, которые мы платим в Великобритании, довольно высокие, даже по сравнению с такими странами, как Австралия и США. С меня удерживают 20% подоходного налога, то есть с каждых 100 фунтов, которые я зарабатываю, они забирают 20. Плюс 7% идет на национальное страхование, аналог социальной защиты в США. В итоге выходит 27%, то есть с каждых заработанных 100 фунтов у меня забирают 27. Насчет 7% наш герой потом сам себя исправил на 8%, из чего я делаю вывод, что он самозанятое лицо, потому как для наемных работников сбор на социальное страхование составляет 10%.
А вообще эта система работает довольно интересно. Я бы даже сказал, очень интересно. Что для самозанятых, что для наемных работников в Великобритании существует 3 группы доходов. Первая – до 12 570 фунтов в год. Вторая – от 12 570 до 50 270 фунтов в год. И третья – то, что выше. Так вот, представители первой группы этим налоговым сбором не облагаются вовсе, как и подоходным налогом. А еще у них существуют и другие приятные поблажки, что крайне демотивирует огромную часть британского общества стремиться к более высокооплачиваемой работе и большей занятости. Можно работать, например, 3 дня в неделю и по деньгам не сильно отставать от того, кто трудится все 5 дней, с кого уже снимают 10% за национальное страхование, еще 20% подоходного и лишают прочих плюшек от государства. Но самое интересное состоит в том, что люди, входящие в третью категорию, кто зарабатывает больше 50 тысяч, по этому сбору платят, сколько бы вы думали, 15-20%. Как бы не так. Всего 2. Интересный такой пример регрессивной налоговой шкалы. Чем ты богаче, тем меньше платишь. Хотя, к чести британцев, надо сказать, что подоходный налог у них все-таки прогрессивный. Ну ладно, не будем сильно затягивать это видео, давайте подведем хотя бы предварительный итог. Неужто там у британцев все так плохо? Сложно это вопрос, но одно можно сказать точно. Их славный остров нынче переживает далеко не лучшие свои времена. Я был там наездами с самого начала нулевых и мог воочию наблюдать этот процесс плавного погружения страны в кризис. Застал и Брексит с его весьма ущербной дискуссией в обществе, предшествовавшей референдуму. Видел эти автобусы с совершенно популистскими лозунгами, а затем состояние шока, когда к власти в США пришел Трамп. Да, в день оглашения результатов чуть ли не все мои знакомые англичане ходили как пыльным мешком прибитые, будто событие это им спутало все планы на будущее. Даже незнакомые люди на улице подходили и жаловались мне на Трампа, вы представляете? И что же мы имеем сейчас? Да то самое, с чего я начал свой рассказ. Молодые и не очень люди, живущие на Туманном Альбионе, стали активно снимать исповедальные видео на знакомую нам тему «Пора валить». А кто-то просто ходит по улицам британских городов и общается с местной беднотой, бездомными и любителями покурить крэка. С умным видом покупает им хот-доги и фиш-н-чипс и, преисполненный поэтической грусти, задается риторическим вопросом, куда мы катимся. Причем подобную жесть можно наблюдать не только в каком-нибудь городишке типа Блэкпул или Халл, а в самом Лондоне, где, кстати, снята немалая часть видеоряда к этому ролику. Не удивляйтесь, господа, я много раз был в Лондоне и пару раз в Москве. Так вот, скажу вам, что при сопоставимой исторической и культурной значимости современному Лондону очень далеко до Москвы в отношении качества городской среды, которая включает доступность транспорта и услуг, чистоту, безопасность и так далее. Хотя многим англичанам, которые вряд ли были в Москве, их столица кажется примером успешного города. Вот что пишут в комментариях у нашего героя. Небольшая подборка самых популярных из них по числу лайков. Соединенное Королевство – это бедная страна с богатой столицей. Все так задумано, чтобы обобрать всех представителей среднего и нижнего классов. Да, это бывшая страна первого мира, которую намеренно опускают. Но это относится ко всем западным странам. Некоторые рассказывают о себе. Извини, старик, как британец, живущий в Болгарии, каждый раз приезжая в Соединенное Королевство, я впадаю в депрессию и не могу дождаться, когда оттуда свалю. Политиками принимаются просто психопатические решения. Я одинокая женщина 32 лет. Я живу в общаге. Сейчас я не могу позволить себе даже однокомнатную квартиру. Могла себе позволить, когда мне было 18-22, а потом внезапно моя зарплата перестала покрывать стоимость аренды, счетов и так далее. Я никогда не была в отпуске, у меня нет общественной жизни, и я буквально хожу на работу и возвращаюсь домой. Читаю книги и ложусь спать, потому что электричество слишком дорогое. Это грустно. На днях у меня возникла такая мысль. Для того ли мы живем, чтобы просто платить за 4 стены и воду? Бывший британский солдат и офицер полиции покинул Соединенное Королевство в этом году. К черту эту страну. С катертью дорога. И вот наш герой резюмирует следующим образом. Великобритания катится под откос. Это не хорошая страна для жизни, для воспитания детей и работы. Лучшее, что можно сделать, если ты родился, учился здесь, если ты молод, работаешь, особенно если ты амбициозен и любишь приключения, это уехать. Нет никакой надежды для этой страны. Это место обречено. Скоро я покидаю Великобританию. Я увольняюсь с работы. Грустная история? Да, грустная. А знаете почему? Потому что это моя история. Да, это про меня. А еще про сотни тысяч таких же прибалтов, которые разъехались бог знает куда. В ту же Англию. Я ведь даже 3-серийный фильм про это снял когда-то.
Кто хочет, можете его посмотреть, ссылка сейчас появится. Правдивый, грустный фильм. А сегодня, видите, уже сами англичане думают об отъезде. И уезжают. По банальным причинам. Нет денег, не видят будущего. Я их понимаю. Поэтому в самом начале намекнул, что в этом видео вы не найдете ни злорадства, ни назидательных тезисов о кармической ответке за колониальный гнет и прочего в таком духе. Такова судьба. Бывает, что ты на коне, а потом все меняется, и наступают тяжелые времена. Тогда мы вспоминаем прошлое, которое вдруг начинает казаться тем самым золотым веком. А был ли он у ныне живущих англичан? Возможно, возможно. Одно можно сказать точно. С современной Британией действительно происходит что-то нехорошее. Как и со всем западным миром, как сказал один из комментаторов. Хотя, кто знает, может быть через 30 лет кто-то будет с ностальгией вспоминать те благословенные 2020-е, когда людям еще не имплантировали чипы в мозг. Ну ладно, не будем нагонять мрака. Знаете, чем закончил свою исповедь наш герой? Это прям вопрос для «что, где, когда». Ответ на него можно вывести логически. Не нажимайте на паузу, чтобы подумать. Давайте сразу послушаем. Еще один момент, который, конечно, не совсем по теме, но в Великобритании не самая лучшая погода. И для меня это важно. Когда ты смотришь в окно, а там низкое серое небо, холод и сырость, это не делает тебя счастливым. Если уж я должен жить в дорогой стране, то пусть у нее хотя бы будет хороший климат. Честно, я не собираюсь мириться с жизнью в дорогой стране, где большую часть года паршивая погода. Вообще, этот парень из Шотландии. Я был в тех краях, но больше по части горного туризма, так что о местном климате судить не могу. Но вот что касается моего Бристоля, а это, напомню, юг Англии, вот там с погодой все было достаточно хорошо. Мягкая зима, не жаркое лето, в общем, все как мне нравится. И не мне одному. Знаете, такой климат очень способствует мыслительной деятельности. Я думаю, не в последнюю очередь благодаря ему Британия славится своими учеными. И антисемитизмом англичане не страдают, как они говорят, потому что не считают себя глупее евреев. Поэтому будем надеяться, эти неглупые ребята как-нибудь справятся со своими проблемами. Главное, не за наш счет.